Домашняя тушенка должна быть в каждом доме. Делается легко и просто, получается очень вкусно, а самое главное выручит в любой ситуации. Всем привет, друзья! Сегодня сделаем самую вкусную домашнюю тушенку без автоклава. Сегодня мы будем делать тушенку из свинины, но также можно ее сделать из говядины и из курицы. Нам понадобится примерно 3-3,5 килограмма мяса. Мясо у меня задняя часть, и оно должно быть немножко с жирком. И полностью все мясо нужно будет постараться нарезать на кубики, прямоугольники примерных размеров 3 на 3, 4 на 4 сантиметра. Ну и вот посмотрите, примерно вот как-то так нужно будет нарезать полностью все мясо, которое вы заготовили. Затем берем пол-литровые банки, их нужно будет хорошо вымыть и высушить, стерилизовать их не нужно. На дно каждой банки отправляем по одному лавровому листику. Затем в каждую банку нужно будет положить примерно 7-10 горошин черного перца и по 2-3 горошины душистого перца. Дальше в каждую банку нужно будет до половины отправить нарезанные кусочками мяса и немножко притрамбовать. Затем мы берем соль и пол чайной ложки соли, примерно вот такое количество, как на видео, отправляем в каждую банку. И после того, как добавили соль, отправляем остальные кусочки мяса так, чтобы банка была заполнена почти полностью, почти под верх, так сказать, по вот тот Марусин поясок. Примерно от верхушки края банки до самого мяса у вас должно будет остаться примерно около сантиметра. Дальше, друзья, нам понадобится еще обыкновенное сало. На 6-7 банок нужно будет примерно где-то грамм 300-350. И сало нам нужно будет нарезать на небольшие кубики, примерно сантиметр на сантиметр или сантиметр на 2. Ну а затем нарезанное сало кубиками отправляем на верхушку на банке. Таким образом, что у вас банка уже получается, как будто бы под самую верхушку заполнена полностью вся. В каждую банку я укладываю примерно 7-8 кусочков сала. Ну а дальше каждую банку нужно будет накрыть вот таким вот кусочком фольги. Старайтесь запечатать фольгой банку так, чтобы фольга как можно плотнее обернула банку. Затем в каждой банке на верхушке фольги либо зубочисткой, либо спичкой делаем вот таких вот небольших 6-7 отверстий. Дальше, друзья, банки нужно будет установить в противень, застеленный пергаментной бумагой. Но пергаментной бумаги на дне противня должно быть в 3-4 слоя. Вместо пергамента на дно противня можно насыпать примерно 5 мм толщиной соли. Это делается лишь для того, чтобы сами банки не прикасались с металлом от противня. В сам противень никакую воду наливать не нужно. Затем противень отправляем в холодную духовку. Повторяюсь еще раз, в холодную духовку. В духовке ставим режим 200 градусов. Если у вас нет режимов, просто доводите ее до 200 градусов. И при 200 градусов нужно дождаться того момента, пока банки у вас не забурлят. Вот так, как показано в ролике. У меня прошло примерно 1,5 часа. Ну а после того, как в банках начнется процесс кипения, температуру нужно будет уменьшить до 160 градусов. И после этого момента еще 2,5 часа нужно будет выдержать банки в духовке. Перед тем, как вы достанете все из духовки, крышки обязательно нужно будет прокипятить примерно 5-7 минут. Крышки прокипятили, затем достаем противень из духовки и не спеша берем по одной банке, так чтобы вам было удобно работать. Делайте все не спеша, потому что все очень горячее. Аккуратно снимаем фольгу. Ну и вот посмотрите, банки были заполнены под верхушку, но во время приготовления все в банке немножко уселось. А если бы мы мясо с салом не заложили полностью под верх банки, то наши банки были бы наполовину пустыми. Ну и вот посмотрите, какое мясо в банке получилось. Мясо мягкое и очень-очень вкусное. После того, как я попробовал кусочек, я понял, что с солью мы не переборщили. Соли здесь так, как нужно. Затем накрываем наши банки крышками, берем закаточный ключ и полностью все хорошо закатываем. Ну и одну банку я сделал под винтовую крышку. Точно таким же образом накрываем крышкой и закручиваем хорошо крышку. Это у меня для эксперимента, просто я хочу посмотреть, возможно ли таким вот способом делать с винтовыми крышками. Посмотрю, будет ли она долго стоять. Ну а дальше нам остается только дождаться, пока все хорошо остынет и крышки должны будут немножко втянуться. Смотрите, ни в коем случае не устанавливайте крышками на низ. Банки должны обязательно стоять крышками вверх. Ну что ж, друзья, прошли сутки, банки наши уже хорошо остыли. Посмотрите, каждая крышка как будто бы втянулась. То, что внизу, вот тот холодец, который есть в тушенке, он у нас уже хорошо застыл. Жиру, как ни странно, оказалось слишком мало. Значит, сало нужно будет добавлять в банки чуть-чуть больше, нежели мы добавляли. Но и так результат получился очень отличным.
На этом, друзья, у меня на сегодня все. Вот такой вот очень легкий рецепт приготовления домашних тушенок без автоклава в обыкновенной духовке получился сегодня. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Если не понравилось, пишите в комментариях, что именно не понравилось. Еще посмотрите мои другие ролики, тоже не менее вкусные и простые в приготовлении. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!